Я буду говорить заключение, не бойтесь, я долго не буду, Диана меня переведет. Я хотел бы тоже вот связать немножко о том, что говорил Иосиф и Дима, и о том, чтобы следовать Бога. Значит, начнем так. Бог поместил нас в эту жизнь на короткий промежуток времени. God has placed us on this earth on a very short period of time. И каждая жизнь полна и радости, и скорби. And every person's life is full of sorrow and joy. И мы знаем такое место из Библии, которое написано «много скорбей у праведного». And we know the scripture that says, Many are the sorrows of the righteous. Давайте Псалом 33:20. По-русски это будет 32:20. Давайте мы глянем на этот псалом. Знаменитый псалом, да, и он повторяется вроде бы и в Новом Завете. it's a very popular passage, and many times we see it repeating in the New Testament. Наверное, 33:20. It's 32:20. Хорошо. Ну, мы должны найти. Вот нашли. Спасибо. Но знаете, что есть такое же место, только там написано, что много скорбей нечестивому. But we see a similar place that says, many are the sorrows for the unrighteous. Это Псалом 31:10. And that is written in Psalms 31:10. Тоже сейчас найдут. В одном месте написано много скорбей праведному, в другом месте, вот буквально два псалма, много скорбей нечестивому. And we can see the two differences here with afflictions being done to the unrighteous and the sorrows being made to the wicked. То есть, смотри, это включает всех, и праведных, и неправедных. Абсолютно каждый человек будет проходить через скорби. So this is including people who are righteous and wicked. So all of the people will be going through these sorrows. И не только каждый вид, написано, и там написано, много будет скорбей у такого человека и у такого человека. There and there we can see that sorrows will be experienced in both types of people. И даже, может, те, которые снаружи, не показывают признаки страдания, мы знаем, что глубоко в сердце них они страдают, например, богатые люди. And despite people not showing their sorrows on the outside, we know that they are suffering them. А часто эти богатые люди, они одиноки, и хоть они окружены многими людьми. And a lot of these rich people, despite them being surrounded by so many people, they're still experiencing the sorrow. То есть много скорбей и у них. And many sorrows do they go through. То есть такая, значит, вопрос такой, есть ли разница тогда между скорбями праведника и скорбями нечестивого? So here's the question, are there any differences in the sorrows of the righteous and the wicked? А часто они такие же, потеря у праведного, потеря у нечестивого. A lot of times they are similar, losses in the righteous person and losses for a wicked person. Болеет человек праведный, болеет человек нечестивый. A righteous person can be sick and a wicked person can be sick. Так где же разница? So where is the difference? Говорите. Где же почему? Please speak. Когда он с Господом, поэтому надо быть с Господом. Бог избавляет. Вот, я хотел как раз это подчеркнуть. А чутье не избавляет. А правильно так написано. Но от всех написано, их избавит Господь. And it says here that from everything God will take it from them. Deliver you from them. Да. А все скорби, то есть верующего человека, они временные. And all of these sorrows of a Christian person, they are all temporary. Если мы следуем за Господом, эти скорби уберутся от нас. And if we follow Jesus, all of those sorrows will be removed from us. У нечестивого это не так. But for the wicked, it is not so. И когда Господь избавляет нас от нашей скорби, мы, во-первых, радуемся, приходит радость. And whenever Christ removes those sorrows from our life, we rejoice. Но, во-вторых, и более драгоценное то, что мы становимся ближе к Богу. And secondly, with that we become closer to God. Это огромное богатство. And that is a great treasure. Мне нравится слушать дебаты верующих и атеистов. I really like listening to debates of Christians and atheists. И частый аргумент против существования Бога это присутствие в жизни людей скорби. And a popular argument that they usually talk about is about the sorrows and hardships in a person's life. Если Бог добр, вот так говорят атеисты. And atheists usually ask if God is ever so kind.
и всесилен, and ever so powerful, значит, он бы предотвратил вот эту трагедию. so he would somehow have prevented this tragedy. А так как в жизни очень много трагедий, и он добр, But because there's so many tragedies and yet he is kind, значит, он не всесилен, that means he's not all powerful. значит, он не Бог. That means he's not God. Или если он всесилен, но он не убирает эту трагедию, значит, он не добр. So, but if he is all powerful but he's not removing this tragedy, that means he's not kind. Итак, он не может быть этим Богом, о котором вы говорите, что он любит. Therefore, he cannot be the God that you testify about. И есть один верующий человек, который всегда выигрывает эти дебаты. And there's this one certain Christian person that always wins these debates. Вот даже по словам атеистов, они признают, да, он выигрывает. Even according to the words of the atheists, they acknowledge that he's correct. Его зовут Уильям Лейн Крейг. And his name is William Lane Craig. И он объясняет так. And he explains this. Бог сотворил человека, и его самая важная цель здесь на земле – это не чтобы провести приятную жизнь. God had created a person so that he would not live a life that is pleasurable. Это не главная цель его жизни. That is not the main goal for his life. Да, Бог дает удовольствие в жизни, но это не цель его жизни. Yes, God does give pleasures to Christians, but that is not the goal. Его главная цель, чтобы обратиться к Богу и познать Бога. And his main purpose is to know God and know Him. И для этого Бог допускает страдания. And for that, He allows suffering. Только тогда человек убирает свой взгляд с себя и смотрит теперь на Бога. Because only then is He able to not look at Himself, but at God. Самое главное, что Бог желает от нас, чтобы мы выбрали Его и следовали за Ним. The one thing that God wills for us is that we would accept Him and follow Him. Потому что следовать за Ним в нашу жизнь принесет настоящее благословение. Because to follow Him, that will bring true blessing and true joy. Вот Дима говорил, что многие люди, которые веруют, говорят, что веруют, но у них нет этого благословения. And as Dimitri has spoken earlier, a lot of people are Christian, but they don't have that blessing. И, очевидно, он снаружи говорит, что следует за Богом, но внутри это не так. And from the outside, they say that they follow Him, but on the inside, that's not true. И в Библии часто характеризуется человек, который следует за Богом по-настоящему. And in the Bible, we often see a Christian being characterized as a follower of God. Значит, он боится Бога. And that means that he fears God. То есть это синоним, вот, если можно сказать, вот этот человек по-настоящему Божий человек, по-настоящему следует за Богом. So in other words, it's a synonym saying that he truly is following God. И что когда Библия хочет сказать, этот человек не просто говорит, он по-настоящему следует за Богом, написано, что он боится Бога. And whenever it says this, it's not just saying that he is going through the motions, he's truly following Him. И о Иове написано, что он был богобоязнен. And we see that about Job, that he feared God. А про Иосифа, когда братья к нему пришли, он сказал, объявил им, не бойтесь, потому что я боюсь Бога. Even whenever the brothers of Joseph came to him, he said, "Do not fear, because I am with God." И Иосиф это самые, такие, скажем, великие персонажи, которые были близки к Богу, которые следовали за Богом. Job and Joseph are one of the prime examples of seeing their faith being played out and following God. Знаменитая история, как Иосиф отверг, чтобы переспать с женой Потифара, потому что написано, он боялся Бога. And a prime example, whenever we see Joseph running away from Potiphar's wife. И страх – это вообще-то полезная вещь, которую Бог нам дал. And fear is a good thing that God has gave us. Бог дал нам страх, чтобы уберечь нас от опасностей. And God gave us fear so that we would run away from any dangers. У нас в химии есть очень много опасных веществ. In chemistry, we see that there are a lot of dangerous elements. Одна из них называется серная кислота. And one of them is Sulfuric acid. sulfuric acid. Вот, я думал, это была проверка. Ничего. Она еще I химия не don't know была. chemistry. Ничего. Я с ней работаю, и я ее боюсь. And whenever I work with it, I do fear it. Я всегда использую защитные очки, когда ее беру в руки.
And every single time I work with it, I put on safety goggles. И если она попадает в глаз, ты не успеешь добежать, ты будешь слеп. Because if it gets in your eye, you will not have enough time to run and wash out your eyes. Да, ты не успеешь добежать вот, до станции ну, для промывания глаз. Но это очень важное существо или вещество, не существо, это очень важное вещество, But it's a very important element, без которой очень много очень важных вещей вот, ты не произведешь. Without it, many important things we would not be able to have. В медицине, в очень важных, вот, например, в пластике все эти, в медицине делается очень много благодаря этому вот, химии. And a lot of times you will see this in anything that is medical, within plastic or any of that sort. Для производства многих веществ вот, в современном мире обязательно нужна кислота. And in this modern world, you need this element in order to produce all of these products. Можно даже посмотреть на экономику какой-то страны и узнать, насколько она сильна, просто потому, сколько они используют вот этой кислоты. And a lot of times you can look at the economy of a certain country and you can tell by the amount of sulfuric acid that they use, you can tell how rich they are. И так же само со страхом Божьим. In the same way with fearing God. В этом есть великая сила. Here you have great power. И мы можем быть близки к Богу только если мы имеем вот этот страх перед Ним. And we can have this power if we have this fear before God. Я много еще подготовил о страхе. Есть много очень мест, особенно в притчах и в псалмах о страхе Божьем. And I have prepared a lot of verses from Proverbs and Psalms that talk about the fear of God. И всегда, когда объясняются какие-то благословения, они всегда написано, что для тех, кто боится Его. And a lot of promises are followed by fearing God. Но я прочитаю вот один стих, всего лишь мы закончим. And I'll be reading only one of those passages and then I'll be finishing. И этот стих говорит о том, что если ты возьмешь все проповеди, которые когда-либо говорились на все темы, и как бы суммируешь их вот в одно предложение, это предложение будет звучать вот так. And if you take all of these verses and you sum them up in one sentence, this is what it's going to sound like. И это сказал самый мудрый человек в мире, это был Соломон. And Solomon, one of the wisest people on earth, has said this. То есть нельзя с этим спорить. So in other words, you cannot in any way object. Кто угадает? Это в Екклесиасте записано. Что это за место? Последний стих, да. Михаил часто об этом напоминает. Это будет Екклесиаст 12 глава. Там последний будет стих. Все, вот, суммируя всю мудрость, все проповеди. Нет, предпоследний. 13, да. Я извиняюсь. Предпоследний, вот. Да. Вот так, смотрите. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is man's all. Если взять, опять же, вот все проповеди, их можно просто сжать к одной фразе. Дима говорил об этом, да, что мы должны повиноваться. Иосиф тоже говорил об этом, что мы должны повиноваться. And if you take all of the sermons, this is what you can go ahead and sum it up in all in. Вот почему в жизни нашей есть страдания, есть скорби, чтобы привести нас к этому. And this is why in our life we experience joy and sorrows so that we can be closer to God. Вот когда произошла эта трагедия, оно по-настоящему как бы нас, внедрило в нас молодежь, вот страх Божий. And whenever we have experienced tragedy, as a youth we were able to become much closer and united together. А когда мы поняли, что я здесь не распоряжаюсь своей жизнью. And we understand that we have no control over our life. И я должен соблюдать. И оно как бы нас поощрило, подтолкнуло к тому, чтобы теперь идти за Господом, повинуясь Ему. And this has pushed us forward to keep following God and to obey His words. Да поможет Господь нам в этом. Аминь. So help us, God, in this. Amen. Аминь. Мы сейчас споем еще хором песню одну, и уже будем в конце заканчивать.